Всем любителям творчества привет! С вами я, Ксения Назарова. И первым делом, друзья, хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством. И сегодня хочу представить вам вот такую прекрасную зимнюю красавицу, у которой есть все шансы стать любимицей вашего новогоднего стола. Возможно, не сразу это заметно, но в этом украшении участвуют всего лишь два элемента. Это заготовка из пенопласта, конус и пайетки в виде вот таких прекрасных снежинок. Очень легкая, невесомая, играющая всеми красками зимы елочка вот такая вот у меня получилась. Оставайтесь, друзья, со мной, и я покажу вам подробно, как сделать своими руками такое замечательное украшение. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И давайте начнем наш урок. Итак, друзья, сегодня при помощи простого конуса из пенопласта и вот такого вороха прекрасных резных снежинок голографически предлагаю сделать нам красивую елочку, которую можно украсить новогодний стол, поставив ее на основу, сделать поделку в садик и так далее. Кроме множества пайеток в виде снежинок, диаметр пайетки у нас 2 сантиметра, нам понадобится основа, снежный сугроб для нашей елочки, полусфера диаметром 10,5 сантиметров и сам конус диаметром 6 сантиметров и длиной 15 сантиметров. Для елочки, всю елочку мы будем оклеивать вот этими снежинками. Также нам нужна какая-либо верхушка. Это может быть полубусина, страза. У меня вот такая ювелирная серединка. Это может быть на проволоку надеты несколько бусин. Это может быть бантик, подходящий по цвету. Для работы нам потребуется ножик с острым краешком. Сейчас покажу для чего. Термоклей и ваше свободное время. Я подумала, что вот эти резные краешки у наших снежинок могут очень хорошо нам создать впечатление иголочек заснеженных. Поэтому, отступив от нижней части, широкой части нашего конуса, от основания, примерно 1 сантиметр, и делая небольшой прокол острием какого-либо острого предмета, в данном случае у меня ножик, я готовлю место, куда помещу вот таким образом один лучик моей снежинки. Причем делать мы это будем под вот таким вот наклоном, как чешуя, и будем оклеивать так постепенно наш конус этими снежинками в шахматном порядке, ряд за рядом, вот делая елочки. Ну, и к чему это все приведет, мы с вами увидим в конце этого видеоурока. Удачи, и мы начинаем. Когда я сделала вот это небольшое отверстие, я беру термоклей и наношу капельку клея на тот лучик, который буду закреплять в пенопласт. Клей у меня уже разогрет. Вот таким образом я зафиксировала снежинку. То есть относительно конуса будем подклеивать. Следующая снежинка располагается рядышком под тем же углом. Каплю термоклея можно наносить и на то место, где вы сделали засечку, либо на лучик снежинки. Но мне кажется, что так поудобнее будет. Главное не забыть то место, где вы сделали это отверстие.
Итак, первый ряд елочки занял у меня 14 снежинок. Занял первый ряд, самый широкий. Ну, дальше пойдет на сужение все. Снежинки второго ряда буду клеить в шахматном порядке. И отступив тоже где-то 1 сантиметр от первого ряда. Постараюсь также клеить под наклоном. Начинаем клеить пятый ряд. Уже проще, конус у нас сужается, и движение приобретает все больше сноровки и ловкости. Ну и главное соблюдать наклон небольшой пайеток вниз. Хотя вы можете этот наклон сделать и вверх, тогда елочка будет направлена лапками вверх у вас. Клей прекрасно схватывается, пайетки сидят уверенно, не отлетают. Те слои, которые застыли, вот, я могу спокойно их пошевелить, и ничего с ними не случится. Вот теперь, когда нам нужно заняться самым-самым кончиком конуса, мне, конечно, поможет наш снежный сугроб, на который я сейчас укреплю эту елочку. Итак, друзья, для того, чтобы схватилась елочка с основанием, нам поможет вот такая вот шпажка. Шпажки для шашлыков, зубочистки, палочки для маникюра деревянные, спичка, все что угодно, какое-то основание. Сейчас я постараюсь попасть колышком в серединку конуса и сделать отверстие в нашем сугробике. Теперь нам легче будет установить нашу ель на основу. Вот таким образом все получилось. Нам теперь будет легче, придерживая пальчиком, доклеить важные лапки. Делать очень это нужно аккуратно, чтобы не повредить вершинку, да, нашего конуса. Буквально 4 снежинки. У нас получится сделать. Очень стараюсь. Не торопимся, да, ждем, пока клей схватится. Последнюю лапку доклеиваю. Вот наша елочка готова, показываю вид сбоку, снизу. 18 рядов у меня получилось. Что сделать с макушкой? Макушечку мы можем сделать, воплотить по-разному. У меня есть синильная проволока близкого оттенка к моим пайеткам. Я могла бы просто сюда вершинку вдеть и
на эту проволоку я надела бусины разного диаметра и скрепила каплей термоклея сверху и снизу. Однако хочется попробовать более такую остроконечную звезду сделать на елку. Для этого я для сердцевины этого украшения взяла ювелирную серединку пришивную и, подклеив предварительно изнанку стразы этой, подклеив к ней небольшой кусочек фетра на клей момент кристалл. Это сделала я заранее, клей высох, и вот такая вот у меня вершинка будет, но хочется, чтобы она была такая более рогатая, что ли. Поэтому я попробую сейчас из нескольких снежинок сделать большую звездочку. Немного внахлёст клею, что-то по типу треугольника, да, у нас получается. Вот что у меня получилось. Отрежу небольшой фрагмент проволоки. Сделаю небольшую петельку. Краешки сплету между собой, чтобы было мне куда зафиксировать, да, нашу звезду. И тоже сделав небольшое отверстие в самой вершинке нашего конуса, да, пробую, куда я буду устанавливать эту красоту. И теперь к изнанке нашей звезды тоже опять-таки на термоклей постараюсь зафиксировать эту петельку. Ну, это изнанка нашей звезды будет на верхушке. Она тоже смотрится неплохо, потому что, в общем-то, по цвету гармонирует. А вот сюда я постараюсь сейчас зафиксировать нашу основную красоту. Когда вы убедились, что клей схватился, застыл, теперь самый ответственный момент. Мы наносим клей на проволоку и фиксируем нашу макушку елки. Вот такая лесная красавица, вся в волшебном инее, резная, легкая, у нас с вами получилось. Не уверена, что видео передает всю красоту и объем этого изделия, поэтому если у вас не обязательно даже такие пайетки, а просто есть пайетки с резными краями, попробуйте сделать такую елочку. Делитесь своими результатами, впечатлениями в комментариях. Буду рада творческому общению. Я с вами прощаюсь, друзья. Если вам понравилась моя идея, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, будем дружить. Я прощаюсь с вами, до новых мастер-классов. Пока-пока.